сегодня мы вам расскажем, и скажем это без обиняков, о самом значительном военном мотоцикле времен Второй мировой войны. Кто-то скажет, что это был Харлей Дэвидсон ВЛА, кто-то скажет о немецком BMW R12, но на самом деле это русский М72. Кто-то скептически скажет, да как же так, ведь это копия немецкого BMW R71. Совершенно верно, но их было произведено за годы войны больше 16 тысяч штук. В абсолютно тяжелейших условиях, когда все заводы, на которых начиналось производство, были эвакуированы и в кратчайшие сроки на новом месте, в орбите, среди гор Седого Урала, в Свердловской области был заново налажен выпуск этих прекрасных мотоциклов на мощностях пивоваренного завода. Вернемся к истории. Лето 1940 года было летом паники во всех генеральных штабах всех армий мира. Не обошла эта паника и генеральный штаб рабоче-крестьянской Красной Армии. А в чем была причина, скажете вы? Да причина была в том, что в июне 1940 года после всего 5 недель войны пала сильнейшая армия мира – французская. Если танковые клинья вермахта можно было назвать стрелой, которая пронзила французов, то наконечником этой стрелы были моторизированные части вермахта на мотоциклах, когда 3 мотоциклиста с тяжелым пулеметом, с полной амуниции автономно могли действовать и просто резать коммуникации, логистические узлы и узлы связи противоборствующей армии. Генштабисты вдруг поняли, что альфой и омегой будущей войны будут мотоманевренные части, и немцы это блестяще в своей операции против французов подтвердили. И тогда мудрые советские конструкторы спросили, что мы должны сделать. Сталин, об этом говорит легенда, мудро заметил, какой у немцев самый последний, самый лучший мотоцикл. Все тут же сказали BMW R71, так вот скопируйте его. Что и было сделано в абсолютно рекордные кратчайшие сроки. С августа по ноябрь 1940 года этот мотоцикл был разработан и запущен в предсерийное, а потом в начале 1941 года и в серийное производство.